Здравствуйте, мои дорогие друзья и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад. Что придет в вашу жизнь? Что идет в вашу жизнь, ну и в конечном итоге, что придет в вашу жизнь. Вот давайте с вами узнаем. Нам с вами довелось проживать в эпоху перемен. И правда, тут бывает, запланируешь одно, на тебе, на следующий день все перевернулось, а то и через 5 минут. И такое тоже бывает. Безусловно, жить стало веселее, интереснее, темп жизненный убыстряется. Ну, давайте мы с вами узнаем, так что же в конечном итоге идет в вашу жизнь? Возможно, это будет связано, мы сейчас узнаем, может быть, это с переменами в личной жизни. Все же на этом канале больше мы рассматриваем личное. Но ведь это не только вопросы любви, согласитесь, это вопросы взаимоотношений, дружбы. Это, пожалуй, все то, что мы внутренне переживаем, о чем мы думаем, да. Думать мы можем много о чем, но тем не менее давайте узнаем, что же идет. Понятно, что и вопросы благополучия, где-то вот все то, что по Венере. А Венера мы часто ошибочно думаем, что «о, это про любовь». Нет, вот ассоциация с планетой Венера, и правда, это считается планета малого счастья. И две темы основные – это личная жизнь, любовь и деньги, мои дорогие, финансы. Ну, чтобы сориентироваться, целесообразно ли смотреть этот расклад-прогноз, давайте мы сделаем сигнификацию. Что нам карты расскажут о вас? А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. С кем сегодня готовы говорить карты, какую историю они нам расскажут? Кто вы? Что у вас в жизни происходит сейчас? Любовь. У кого-то конкретно ситуация по отношениям. Это еще и карта выбора. У кого-то выбор может быть между партнерами. А почему нет? Я такое допускаю. Любовь идет под разными флагами. Иногда бывают такие жизненные метаморфозы, вроде семьи есть. И вдруг вы влюблены или влюблен. Ну, в основном смотрят девочки мои дорогие. Но если я знаю, есть и мужчины, поэтому просто перекладывайте мои слова. Ну, вот как если бы это говорилось для вас. Так вот, есть все-таки выбор. Может быть, у кого-то и выбор места жительства, может быть так, может быть важная поездка куда-то. Но и есть все же выбор, когда, может быть, и одиночество, которое затянулось, а прежде были отношения. И, может быть, эти отношения даже стоят на паузе, все-таки выбор у каждого свой. Когда вы не понимаете вообще, я, допустим, я в паре, ну, я уже не говорю там замужем или еще там как-то. То есть я в паре, у меня есть партнер, или у меня таки нет этого партнера. Ну, если мы берем именно вопросы любви, ведь аркан влюбленная. Вот смотрите, может быть, вы решаете такую дилемму, но все же вот в этой колоде-то у нас колесо года, как цикличность, да, времена года изображены. И здесь нам больше про любовь. Руки влюбленных перевязаны красной нитью и как будто благословление. Поэтому я тут вижу, раз смотрит, значит, были какие-то, может быть, и есть взаимоотношения, но и есть его величество выбор. Ладно, пойдем дальше. Кто вы? Ух ты. Знаете, 20-й старший аркан, мы знаем, что это страшный суд, но суд вовсе не страшный. Чаще это карта возрождения своеобразного. Или освобождение от боли, от страданий, от какой-то прежней зависимой ситуации. У кого-то зависимая ситуация. Вот правда, любовь. Может быть, эта любовь, у вас два старших аркана, эта любовь осталась в воспоминаниях. Или это те планы, которые вы строили вместе с человеком. Ну, так вот получилось, что планами и кончилось. Я такое допускаю. И вы сейчас находитесь на очень ответственном этапе жизни. В этой колоде 20-й старший аркан называется «Дорога к свету». Вот конкретно свет и наша девушка. Там, где падает свет, растут цветы. Хоть нам показана такая пустыня ледяная, и дева-то наша тоже босая идет. Но ей как будто тепло, ей даже вот это пальто совершенно не нужно. Конечно, эта карта более чего-то возвышенного. У вас какая-то может быть идея. Вы, мои дорогие, чувствуете, может быть, поэтому вы пришли на расклад, вы чувствуете, что вот-вот что-то или уже меняется, или продолжит меняться, или изменится.
То есть вот тут все равно есть желание, как минимум, не застревать в том, что вас, ну, как минимум, э, не радует, или как минимум то, что вас дезорганизует, вносит сумятицу в вашу душу, или начинает строить какие-то неопределенности, если его величество выбор. Здесь вы точно выбираете себя. И я должна сказать, вы сейчас находитесь во власти судьбоносных событий. Всегда, почему так говорю, когда старший аркан это на нас влияют. И то, что как будут поступать, думать и, главное, действовать, вот, действия других людей. То, что мы услышим, может быть, общая какая-то обстановка, то, что мы, возможно, услышим в средствах массовой информации. И не секрет, что для многих сейчас закрыты границы, допустим, да. Или какие-то будут изменения общемирового масштаба, и в той местности, где вы сейчас находитесь, начнут меняться законы, положения, с учетом, опять же, того, что меняется вокруг. Вот в целом, наверное, общая какая-то атмосфера, она тоже на вас влияет. И у вас сейчас может быть этот судьбоносный выбор. И вот этот путь к свету, путь к солнцу практически. Тройка чаш. Где-то это тоже выбор. И если мы про личную жизнь, мы можем говорить, что вы могли столкнуться. Ну, как вы находитесь в состоянии, когда третий лишний или любовный треугольник. Опять же, этот выбор присутствует. И вам как будто по этой карте может быть уже все равно. И неважно, тут ведь каждый, если для кого вот именно проигрывается вот этот любовный треугольник. И неважно, с какой позиции в этом треугольнике мы находимся. Либо это мы выбираем, либо это нас выбирают. И если даже мы находимся с позиции, когда нас там кто-то выбирает, мы ведь это всегда можем переиграть. Вот высшие арканы мы не отменим. Это, ну, как общая температура по больнице. А вот тройка чаш, младший аркан, всегда говорит, а тут все в вашей власти. Ты можешь, как маг-волшебник, переиграть. Пусть кто-то думает, что это он делает выбор, поставив, к примеру, отношения на паузу. Или что-то тут для себя проясняя, может быть, когда человек словно, ну вот тоже и не да, и не нет, держит на словно вот эти качелеобразные отношения, которые мы называем. Ну, вы можете сделать этот выбор сами, все качели закончатся мгновенно. Поэтому тут будет праздник, когда вы сами первое сделаете выбор. Может быть, у кого-то и сфера достижений, тут что-то новое рождается. И если вы сейчас находитесь в одиночестве, мои дорогие девочки, и мало что одиночество, но есть все-таки еще и сожаление. Нам тогда карта 20-го аркана говорит, ты не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. И отпускай, может быть, какую-то прежнюю историю, та, которая у тебя не продолжает развиваться. Или, может быть, те отношения, которые как раз тебя кто-то там, да, вот в эти качели эмоциональные и вверг, или заставил тебя вот где-то быть в этой нерешительности. Отпускай. И отпускай, потому что освобождается место и приходит что-то новое. Да посмотрите, мои дорогие девочки, аркан сила говорит, пусть в этой колоде нам мужчина, но вообще это аркан женской силы. И кто смотрит мои сейчас, именно в момент, вот, когда вышло это видео, я должна сказать, что у нас, ну и чуть-чуть подальше, с 23 августа по 22 сентября Солнце светило в знаке зодиака Дева. Это аркан сила. Это аркан женской именно силы. Имеется в виду, что это символика или энергетика, как у карты мага, и одновременно дипломатия. Но все в вашей силе и власти. И поэтому для вас, мои дорогие, это, знаете, вы становитесь для кого-то притягательны. И пока вы, вот, к примеру, действительно тут такой выбор, даже чтобы выйти из одиночества. Вы же застряли где-то, будем говорить, и мысль материальна. Мы можем думать о том, что ну нет, я же ведь, если вдруг кого-то встречу, значит, я буду открыта отношениям. Мы можем так думать. А на самом деле нет. Если в нашем сознании словно место само по себе занято, то мы снова и снова отправляем в пространство мысли о прежнем человеке, о прежних отношениях. Это никак не способствует, чтобы мы освободили, опять же, это пространство. И пока вы даже мысли отправляете к какому-то человеку, поверьте,
он имеет над вами вот эту невидимую власть или невидимую нить. Она вас будет связывать. И если вас это действительно состояние уже внутренне истощило как минимум, то надо хорошенько подумать о собственных преимуществах и о том, чтобы впустить что-то совершенно новое в вашу жизнь. Может быть, даже пусть это для начала будет, когда вы позволите новым людям в вашей жизни появляться. Может быть, это будет связано с тем, что, ну, кто-то, я могу такое допустить, переключится в свои какие-то достижения или, может быть, даже где-то в свое хобби. Иногда через наше хобби к нам приходит больше возможностей, больше знакомых, больше контактных лиц. Понятно, замечтаться нельзя. Поэтому, если мы говорим новые отношения, да, это вы буквально находитесь в том отрезке жизни, когда вам само пространство старается как раз вот вашу жизнь личную наладить. И тут и не замечтаться, конечно, нельзя, но и с другой стороны упустить вот эту возможность. Знаете, я бы сказала, полноценный отдых для вас будет тоже очень важен. Но десятка жезлов, мы говорим, если у нас впереди аркан влюбленные, и есть какие-то в вашей жизни отношения, от которых вы устали. И в этих отношениях нужно уже сохранять себя. Чем быстрее ты переключишься в какой-то совершенно новый, может быть, даже процесс, или найдешь себе дело по душе, чтобы тебя отвлекало даже, может быть, и так, от грустных мыслей. Ведь десятка жезлов мы всегда должны выйти из какой-то многозадачности. Мы должны, как и отказаться где-то от чего-то. Да, от своей ноши мы не откажемся, это понятно, своя ноша не тянет. Или когда, может быть, и приходится себя сохранять, или буквально защищать свое. Мы должны это сделать, это обязательно. Это где-то вот сродни вот этим арбузам в корзинах. Мы должны до какой-то точки логической довести или сделать эти самые важные выводы. Но сказать, что мы и дальше кому-то будем помогать, в чем-то участвовать. Нет, наверное, если раньше мы на что-то согласились, то здесь перед тем, как вы согласитесь, вы, ну, как минимум 5 раз подумаете. А что же еще в вашей жизни происходит прямо сейчас? Да правда, тут у кого-то предательство. Карта вора, семерка мечей. И хоть вот это вот значение воришки нигде не прописано, но это еще и манипуляция. У кого-то была усталость уже теперь, может быть, или была уже усталость прежде, а вот манипуляционной какой-то политики конкретного человека, который, на него невозможно понадеяться, положиться. Вот как на этой карте нам, обратите внимание, нам показана девушка, вот это мы словно так вот прильнули к плечу, такому, как нам казалось, да, надежному, прочному. И вот нам молодой человек показан. И такая вот соблазнительная, игривая красотка. И он у него уже глаз горит, он смотрит, да, а она помахивает, может быть, павлиньим пером, так его к себе, привлекая, да, или привлекая его внимание. Обращает она на себя внимание, что говорить. И вот вы могли столкнуться с человеком, вы в чем-то уверены, а там уверенности никакой нет. И иногда это будет говорить о том, что человек себя некрасиво повел, а у кого-то действительно любовный треугольник. И теперь уже вам как будто все равно. Но первая задача, мои дорогие, открыть глаза. Тут нет смысла что-то продолжать. Да, если даже вас выберут или нас выбирают, ну насколько это долго продлится? Будем реалистами. Непонятно. Вот какая-то такая история, да, если мы говорим, первая карта выбора, история любви, влюбленная. Может быть, это у кого-то сложная такая история, которая длилась длительное время, годами, с учетом аркана 20-го, у кого-то даже семья, и может быть сейчас семья, и какие-то еще моменты, которые вас сдерживают. Сдерживают даже у кого-то дети, нерешенные финансовые вопросы, вопросы, связанные с жильем. Кто-то мог развестись, а остаться жить в одном месте, да, в одной квартире, в одном доме. Тут тогда надо тоже что-то с этим решать, потому что тоже определенный стопор. Но это все те задачи, которые нам предстоит решать. Никто за нас их не решит. Будьте внимательны, мои дорогие. Но правда, выход какой-то мы должны сами найти. Сколько глаза не закрывай или сколько не ожидай, что ситуация решится сама. Да нет, тут будут продолжены какие-то манипуляции, мои дорогие. Ну вот если вам это где-то подходит, а я вам должна сказать, что
по аркану силы еще и говорят о том, что вы надеетесь вообще-то сами на себя. Вы очень сильные, мои дорогие, любимые девочки. И у вас сейчас просто такой удобный период, кстати, и удачный период, буквально, для удачи по вашим свершениям, достижениям, может быть, и заработком даже, да? Но мы умеем договариваться, и в этом уже определенная сила есть. Но нам эту силу нужно направить в какое-то одно правильное направление или разобраться, может быть, с прошлым, не дожидаясь, пока этот выбор сделает кто-то другой. Да, он сегодня его сделает, может быть, в вашу сторону, а завтра опять вот как эта красотка, да, павлиним пером помашет, ну и пусть это новый человек, и снова побежит. Вот есть какая-то ненадежность и манипуляция. Вот давайте теперь узнаем, что же идет в вашу жизнь. Это вот вы сейчас. А что же идет? Раз нас так карты настойчиво, ну, предлагают сделать выбор какой-то. Так что же идет в вашу жизнь? И может быть это то, что мы пока не видим, в себе сомневаемся. Что идет в вашу жизнь? Пока мы смотрим, что идет. Вы знаете, вам придется решать некоторые вопросы, которые касаются вашего благополучия и самосохранения. По рыцарю мечей буквально может ворваться в вашу жизнь какой-то бунтарь без причины. По этим арканам иногда, если вы, мои дорогие девочки, занимаете высокий пост, и такие меня тоже, я знаю, смотрят руководители, может быть, и разного, может быть, и малого звена, но неважно. Может быть, у вас свое личное дело, свой бизнес маленький, такое тоже может быть. Вы пытаетесь работать сама на себя. Будьте внимательны, что какие-то, может быть, структуры, даже проверяющие, вот вы можете столкнуться. Вы можете, вот что идет в вашу жизнь. В вашу жизнь может идти даже вот тот неожиданный персонаж, который поначалу находится в таких, ну, жестковатых энергиях, несговорчивый, где-то сложно эмоционально. И у кого-то это будет связано либо с работой, с делами, может быть, вас жизнь заставит куда-то переместиться, договариваться, может быть, ходить по инстанциям, и вы там тоже столкнетесь с разными людьми. Вот со знаком плюс эта карта говорит, ты должен видеть правду, должна видеть правду. Потому что если мы ищем вот эту истину, правду, мы ее обязательно по рыцарю мечей найдем. Но для вас будет еще очень важно, как включить какой-то скоростной режим в ближайшее время. Мы не должны вот тут как будто выпасть из жизни, потому что эта карта еще и стремительности и скорости. Поэтому здесь это может совпадать как с человеком. Кто-то из вас может получить внезапно какой-то документ, информацию, новость, и это не просто само по себе. Вам это нужно как-то переосмыслить. Пусть эти люди или новости, они напрямую с вами не связаны или они для вас не предназначены, но какое-то значение для вашей жизни, для вашей судьбы, для вашего выбора это будет иметь. И более того, если вы хотите найти его для того, чтобы решить какой-то вопрос, может быть, у кого-то из вас, как я говорила, семьи, дети, нерешенные вопросы по части благополучия в материальном плане, тогда по этой карте нам говорят, ты не сиди, не жди, может быть, есть смысл обратиться к юристу, к адвокату, разузнать, как в отношении тебя работает закон. И тогда это нужно сделать буквально прямо сейчас, а не откладывать это на потом. Тогда сам включай критическое мышление. И вот это сейчас до 22 как минимум сентября, это есть возможность свое благополучие отстроить до практически с нуля. Если у вас сейчас нерешенные вопросы по части места пребывания, все зависит от того, кто в какой ситуации изначально находится сейчас. И пусть даже это у вас сейчас вот что-то словно горит, мне нужно вот теперь именно с чем-то разобраться. Значит, вы этот ребус жизненный тоже сумеете решить. Королева Пентакли – это та, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. Это та, которая умеет сделать сказку былью. Даже если приходится 100 раз как будто начинать сначала, возвращаться к этому нулю, она может построить свое благополучие. Королева Пентаклей умеет любить. Это само по себе как где-то прообраз Венеры, мои дорогие. Но она совмещает и чувства, и заботу, и надежность, и одновременно финансовую безопасность. Вот для вас, видимо, вы сами, и неважно, к какому знаку зодиака вы относитесь. Вот верхний аркан говорит о перезагрузке, о том, что
выздоровление от какой-то прежней ситуации, которая вас замучила. Но для этого и себя как будто нужно ориентировать на совершенно какое-то новое направление. И вы можете, кстати, вот что идет в вашу жизнь. Вы можете сейчас, мои дорогие девочки, о чем-то подобном и продумывать, может быть, даже какой-то свой план, и, может быть, планов этих несколько, какой более подходящий, выбирать, может быть, каким образом зарабатывать деньги или какой-то вторичный доход. У кого-то материальные вопросы могут стать на первый план. И где-то через вашу работу, через вашу занятость вы тоже можете столкнуться с новыми людьми. Но в таких сложноватых, я бы сказала, энергиях. Потому что мы спросили, что идет. Но вот такие персонажи идут в вашу жизнь. А вам самим нужно быть. Мои дорогие девочки, принцесса мечей. Вы знаете, это прообраз Медузы Карконы. Как известно, Медуза прекрасная была дева, она была смертная, в отличие от ее сестер. И я уже не останавливаюсь подробно на этом мифе, но ведь она пострадала от того, что она думала только о хорошем и не могла увидеть подвохи. Она была, да, в каких-то, может быть, иллюзиях, ну, буквально об Афине Палладе, да, богиня-воительница, сама порядочность, казалось бы. Но нет, именно кто ее превратил? Превращена она была благодаря, или поражена поначалу, да, она была благодаря именно Афине Палладе. Зависти, мои дорогие. Поэтому вопросы зависти или каких-то недоброжелателей, вот теперь прообраз, да, и принцесса мечей, вот она когда же подзорную трубу взяла на всякий случай. Пушка стоит наготове, тем не менее, и меч у нас тут есть. Она во всеоружии, даже с новыми людьми. Нужно быть очень аккуратными. И вот смотрите, в центре ваше благополучие. Это как будто вы сами. Справа у нас, ну, если мы так перевернем, с одной стороны у нас какие-то новые персонажи, которые, ну, непонятно, что нам еще пока несут, а опыт у нас уже какой-то есть разочарований, поэтому нам и нужно менять бинокль на микроскоп, видеть, что и вдали, и вблизи, не замечтаться. Ладно, это вот что идет в вашу жизнь. Тут вот прямо какая-то аналитика для вас совершенно необходима. Научиться себя беречь. Что идет в вашу жизнь, мои дорогие? Ну, обнуление, вот как будто, да, жизнь с чистого листа. Вам не помогут прежние где-то даже методы. Вам не помогут, может быть, и прежние люди. Тут самой себе приходится помогать. Да, у вас будет хорошее настроение. Вы будете чем-то воодушевлены. Нулевой аркан еще нам говорит, что мы сбрасываем словно вот этот груз забот, как будто страшный суд, это уже состоялся, какой-то финал уже в вашей жизни, может быть, и в отношениях. У кого-то это может быть финал еще и вроде деятельности, в виде деятельности, в работе. Но здесь вы как раз видите уже свое будущее, более того, вдохновляет. Но мы ж не знаем, с чем мы столкнемся вот буквально через час, через 2 или через 5 минут. И нам говорят, шут всегда на краю обрыва изображен в картах Таро. Мы не можем оступиться. Будьте внимательны, я только об этом говорила. Совершенно новый период жизни, как новая точка отсчета. Но старые прежние методы, опять же, не помогут. Может быть, и прежние связи не помогут. Мы как и связи по-новому отстраиваем, так и где-то, может быть, и касается работы. На работе, даже если вы ходите в учреждение, работаете по найму, тогда приготовьтесь, там тоже могут быть перемены. Может быть, через работу, вот где-то вы, пусть это даже новый человек в коллективе, да, но вы такой сложный. И у вас не должно быть ни вправо, ни влево. То есть и не поддаться каким-то, ну, знаете, таким сомнениям, не закрыться от мира, не устроить себе какую-то ненужную глубокую философию. Тут ведь нужно быть реалистом. А реалистом это то, что происходит вокруг вас прямо сейчас. Так и с другой стороны, не позволить никому обещаниями нацепить на вас розовые очки, не замечтаться. Вот поэтому, как и глубокая философия со знаком минус будет для вас, ну, ошибочно, точно так же и розовые очки. Что идет в вашу жизнь? Здесь нужно оценивать какие-то новые перспективы, но их все время анализировать.
Вот посмотрите, девятка чаш, шикарная карта. И что идет? Финансовое благополучие, какие-то возможности. Может быть, по части дома. Я часто называю эту картой эгоиста. В хорошем смысле, потому что это карта самодостаточного человека. Это когда мы не нуждаемся ни в ком. Когда мы умеем, ну и где-то даже наслаждаемся, может быть, одиночеством. Когда нам действительно на какой-то этап, у кого-то, мои дорогие девочки, это одиночество затянулось. Может быть, это уже какой-то период тянется, вот какая-то история. И вы приходите к выводу, а мне вообще-то и одной нормально. Мне, по крайней мере, никто не мешает. Может быть, и есть дети, у кого-то дети взрослые, у кого-то внуки. Неважно, сколько вам лет. Помните, молодость не имеет возраста. Пока мы любопытны к жизни, не к соседу, к жизни, пока мы легки на подъем, возраст вообще это только запись в паспорте. И для вас даже в разном периоде жизни могут быть такие вот эмоции, что мне сейчас никто не нужен. У кого-то на первый план выходит действительно достижение или какая-то задумка, потому что у вас сейчас карьера пойдет по нарастающей. У вас, по крайней мере, энергии таковы, что вы для себя какой-то, знаете, финансовый прорыв, скачок, может быть, квантовый. Вы что-то можете сделать такое, когда вы действительно, я вот сказала, по королеве Пентаклей. Благополучие с нуля. Вот с этого нуля в полную самодостаточность. Просто эти две карты будут подтверждать все то, что я говорила вот по этому триплету. И, может быть, вот эта финансовая стабильность вам необходима. Я могу даже допустить, что, может быть, вот если вы хотите, да, или мечтаете об искренних чувствах, о вот таком человеке, который для вас будет не просто там, ну, где-то прогулки, вздохи при луне, а надежным партнером, вот именно настоящим другом. Потому что, ну что, страсть приходящая. И если в этой основе страсти лежат дружба, взаимопонимание, то эти отношения, они длятся десятилетиями. Но если вот именно вот этой составляющей нет, то тогда рано или поздно усталость друг от друга, она накапливается, и мы понимаем, ну нет, вот уже не по пути. Давайте посмотрим, так что же идет в вашу жизнь вообще у вас? Тут, правда, мощная такая перезагрузка возможностей. Обожаю эту карту, шестерка мечей, это карта заслуженного успеха. Успех, все то, что я сказала. Дела, работа, бизнес, согласование, у кого-то по части места пребывания, у кого-то откуда к вам приходят деньги. Тут правда, для кого-то переезд, мои дорогие. Вам как будто нужно даже для личной жизни оказаться в другом месте, в другом обществе, на другой ступени иерархии для того, чтобы вот найти, может быть, своего человека, своего партнера. Потому что ведь карты говорят именно о ваших достижениях. Хотя я могу предположить, для кого-то из вас это к вам кто-то пытается поехать, и вы на него возлагаете надежды. Это может быть совершенно новая персона. Может быть, вы смотрите расклад и пытаетесь просчитать свою историю. Могу ли я этим отношениям доверять или нет? А у кого-то эти отношения, ну, словно с нуля возобновились из прошлого. Снова пришел какой-то человек, который вам знаком. Но вы все равно, определенная вот семерка мечей, вы ему уже так не доверяете. Но вообще-то нам карта говорит, иди вперед. Она не говорит, что ну, как бы откажись от продолжения этих отношений. Кто знает, может быть, вам этот человек будет чем-то удобен, выгоден. Вот, кстати. Или прежние отношения есть еще, что вы должны оформить, может быть, через закон, ну, как вот через закон, составить какие-то важные бумаги, документы. И тут мы себе, ну, минусов не должны добавить. Поэтому, но все равно ваш настрой должен быть, ну, знаете, как в горизонт смотреть. Не на этот вот безжизненный берег, ведь человек отталкивает эту лодку от безжизненного берега, где ничего не растет, посмотрите. И лицо, я должна сказать, этого человека, оно не самое радостное, это правда. Ну, сделать первый шаг всегда очень тяжело. Но если мы его делаем, это карта мужества. Мы готовы к любому развороту событий. Вот, кстати, королева Пентаклей, она готова абсолютно к любым неожиданностям, потому что она надеется сама на себя. И в этом ее преимущество. Это единственная карта в колоде,
когда, знаете, она сохраняет и эмпатию, как я говорила. Она умеет быть доброй, она умеет быть заботливой. Ее вот эти жизненные превратности или даже предательства не делают из нее вот такую черствую особу. Нет, она сохраняет вот эту любовь, тепло и нежность. Ну, просто, может быть, если даже мы кому-то доверились, если мы просто себя любить, ценить не научились, но научится королева Пентаклей. Тут, знаете, у каждого свой жизненный какой-то ритм, темп или возраст, когда мы наконец-таки и учимся этому. И мы понимаем, насколько же мы сильны. Вот, мои дорогие, вот вам мужество точно не занимать, но как будто идти вперед придется. Для вас нет одной какой-то сферы жизни, вот кто смотрит мое видео. Здесь у вас синтез, вам нужно соединить и возвышенное, и земное, и поездки, и переезд, и новых людей, как будто их нужно впустить в свою жизнь. Но, может быть, у кого-то сложная ситуация, когда и вам-то хитрить приходится, потому что есть еще какие-то ряд недоговоренностей, условностей, и вы понимаете, да, вот кто-то понимает по семерке мечей, сплошное вранье. Но есть еще те темы, которые держат, те вопросы, которые еще не решила. И я не хочу вот так вот это все оставить на полдороги и себе какой-то минус, может быть, даже финансовый. Вот здесь мы учимся быть хитрее, это точно, мудрее и мужественнее одновременно. Сама обстановка вас заставляет. И, наверное, центральный нулевой аркан как раз и говорит о том, что и сила, и нулевой аркан. Как-то эту силу нужно очень правильно, а не в ноль распределить. Это вот то, что идет. А поначалу нулевой аркан, нам тут сложно с чем-то разобраться. Примите вот к сведению, что тут что-то вокруг вас будет меняться. И, конечно, сглупить мы не должны. О чем речь? Но это мы с вами спросили, что идет. В конечном итоге, так что ж придет, давайте спросим. Ну вот так, поконкретнее, мне хочется. Думаю, вам тоже любопытно. Кто продолжает смотреть в это видео, давайте узнаем. И что ж в конечном итоге к вам придет? Что это будет означать? Вот посмотрите, радость, счастье, забота о вас. Не только вы. Нам ведь тут сказали, что вы умеете заботиться. А тут приход, может быть, того человека, который тоже хочет заботиться о вас. Это может быть и ваши дети. Тут может быть и теплый, уютный дом. Но по максимуму десятка чаш. Здесь именно где-то, опять же, энергия Венеры. И материальное благополучие, но и чувство, эмпатия, любовь, доброта, верность, искренность. Вот что придет? Здорово. Что еще придет в вашу жизнь? Туз чаш, радость. Но, видимо, в какой-то вот ближайший период времени вы получите либо радостное известие, либо, может быть, вы встретите такого человека, но все равно замечтаться нельзя. Сказать, что вот нам ведь тут сказали, что вы должны проделать какой-то путь. Как будто даже через новую сферу деятельности или когда вы впускаете новых людей, я говорила об этом. Может быть, вы что-то и изучаете, и через изучение к вам приходят новые люди. Возможно, это вы будете определяться с жильем. Или если прежде у вас были, ну, допустим, какие-то с родственниками несогласованные темы, значит, вы сумеете это все согласовать. Вы сумеете сохранить себя и отстроить свое счастье. Но вам как будто в этом еще и высшие силы будут помогать. Да, и что же придет в вашу жизнь? Еще. Но вам придется быть, знаете как, держать руку на пульсе и очень быть внимательной к деньгам. Одним словом, беречь себя. Не верить, может быть, даже обещаниям, перепроверять. Доверяю, но проверяю. Вот это хороший посыл. Это что придет? Это приходят вот такие энергии. Вы, может быть, и сами убедитесь, что нет. Мне тут надо постоянно держать какой-то финансовый баланс. Может быть, у кого-то просто банально приход и расход. И здесь тоже должно быть у вас все под контролем. Что же еще придет? Верховная жрица– это та, которая все знает. А это та, которая и независимая персона. Но это та, которая, знаете, слышит, как растет трава. Потому что не все в ближайшее время вы можете понять логикой.
или, ну вот, проанализировать. Слушайте свою интуицию, ведь интуиция, она вам дает правильные подсказки. И, может быть, будут такие темы, которые вы не можете буквально что-то просчитать, но и не можете довериться. И вам придется принимать какие-то важные решения. Тогда карта говорит, вот интуиция тебе будет помогать. И, кстати, королева Пентаклей и прообраз Медузы Горгоны. Это все тоже где-то про интуицию. Слушайте себя, мои дорогие. Тут будет очень важно для вас не подписать какие-то бумаги, пока вы все не просчитаете, не перепроверите, как в отношении вас работает закон, и примите для себя такую стратегию, что придет в вашу жизнь. Для вас предпочтительнее та стратегия, когда вы не торопитесь выносить какой-то вердикт или говорить кому-то свое твердое «да» или твердое «нет». Вам нужно быть, понимаете, всегда как будто между. Или иметь для себя какой-то запасной аэродром. Себя не обесточить финансово. И если необходимо, отказаться. Может быть, совершить какой-то маневр, как и в переговорах, каких-то контактах, заключение почетных компромиссов, если вы видите, что вам это выгодно. Потому что независимость, она приходит именно от такой политики в отношении себя самого. Это вы вот эту внутреннюю организацию или, иными словами, вашу внутреннюю политику, вы для себя, как бы карта рекомендует, установи именно так, чтобы у тебя всегда было это пространство для маневра. Ну, согласитесь, когда мы сталкиваемся со сложными людьми или с какими-то ситуациями, когда нам какой-то вопрос летит буквально в лоб, а мы понимаем, мы к этому не готовы. Вот это очень важно, когда мы умеем собраться и быстро сказать хотя бы волшебную фразу «я подумаю». Сейчас ответа не могу дать. Это и есть некоторый реверанс назад. Ну, значит, если нам нужно, мы имеем какое-то время, отрезок времени, найти информацию, как в отношении нас работает закон, или что задумал конкретный человек, но есть что проанализировать, а то и что-то прочитать конкретно по своим ресурсам, по деньгам. Поэтому ваша независимость, она в ваших руках. Что придет в конечном итоге, вот независимость себя беречь вы научитесь. Ух, мои дорогие. Вот смотрите, и если вот у вас за короткий период вам может показаться, что словно жизнь пронеслась перед глазами. Вы, правда, оглядываясь назад, а может быть сейчас где-то вы смотрите и понимаете, что внутренне вы настолько изменились, и вы учитесь сейчас на первых, может быть, порах, на первых шагах беречь себя. А 21-й старший аркан – это аркан итоговый, это карта радости, это карта мира, в принципе, перемирия, завершение каких-то конфронтаций или заключение медиаторства. Может быть, у кого-то суды идут, я такого тоже не исключаю, и вы чувствуете, как на выборе. Значит, вы даже в сложных каких-то многоходовых ситуациях, мои дорогие, вы сумеете найти самый нужный фарватер. Даже если к этому фарватеру вам еще и придется так это протиснуться бочком, словно в узком коридоре. Для вас действительно нет ничего невозможного. Мир буквально. Ну, а глядя на наш расклад, который я делаю вот именно в августе, я жду, что воцарится мир, возможности, открытое пространство. Для кого-то, да, это будет говорить. Еще карта, что рассмотрите для себя возможность заработка в интернет, мир, пространство, эфир. Да, про интернет мы говорим. И девятка кубков вверху как раз карта самодостаточности, благополучия финансового, а шестерка мечей тоже. Ну, пусть мы на этом канале немножко другие вопросы рассматриваем, но для кого-то, правда, тут все взаимосвязано. Потому что часто, вот как раз, когда мы изучаем новые языки, кто-то изучает язык программирования, кто-то, допустим, хочет путешествовать, кто-то ищет работу, ну, может быть, и не искали, но работа будет предложена с командировками, а может быть, это вы хотите работать из любой точки мира. В данном случае интернет будет помогать, и тогда вот просто, если перекликается эта задумка, у вас получится шикарное что-то, мои дорогие, не раздумывайте долго. Переходите к каким-то действиям. Но вот этот волшебный итог, если мы говорим в конечном итоге, что придет? Мир придет. Даже не буду доставать следующую карту. Давайте, тем не менее, мы просто на прощание
по завершению нашего прогноза достанем карту совет. Вот какой вам совет прямо сейчас дадут карты. Прямо сейчас. Карта называется «Служанка в ожидании». И понятно, что она советует. Хватит быть служанкой в ожидании. Хватит ждать того, кто не придет. Или ждать, что завтра как-то его величество случай. Здесь ведь нам, посмотрите, сколько воды, говорят, утекло. Какие-то обещания были получены. Но все-таки жезл – это еще и карта решимости. И наша девушка, которая изображена, она здесь полна решимости. Она уже именно и находится. Вот жезл всегда, как будто один жезл, делит нашу жизнь на период до и после. И вот она спрашивает, ну хорошо, все, что было, что же это было? А что же будет дальше? Готова ли я дальше ждать? Поэтому нельзя так быть. Совет. Вот посмотрите, вы сейчас можете находиться, словно, ну, кто-то может и чувствовать, это я, как служанка в ожидании, это в моей жизни какой-то бесконечный дождь. Может быть, и вы еще на сегодняшний день надеетесь, что человек придет, а он не придет. Или придет, но с какими-то новыми выкрутасами, да, или с какими-то новым манипулированием, с какими-то прежними идеями, но словно пытается в реку войти дважды, ну, подсадить вас, может быть, опять на продолжение отношений, потому что вот ему так по какой-то причине выгодно, удобно, полезно, интересно. Ну, может быть, и страстные отношения к вам, какую-то страстную любовь испытывать. Я такое тоже допускаю. А вместе с тем, тут ведь в мире ответственности, в готовности к этой ответственности вопрос лежит. Иначе, вот посмотрите, две карты так и говорят. Если ты будешь продолжать, вот такой совет. Быть этой служанкой в ожидании, твоя жизнь будет похожа на бесконечный дождь. А что же нужно делать? Вот ваши действия прямо сейчас. Ну, наверное, тут уже и нечего добавить. Вот так вот медленно, уверенно, понимаете, вам нужно выходить из этого состояния. И маг – это не про магию. Это где-то тоже манипуляции. Вот здесь манипуляции. Вот смотрите, была чья-то игра, мои дорогие девочки, ну или мужчины. Теперь игра должна быть ваша. Переиграйте. И сейчас ведь нам говорят, все козыри в твоих руках. Но ты можешь соскользнуть. Тебе, может быть, вы столкнетесь с человеком, как вернется и начнет какие-то басни рассказывать. Ну, для кого-то это будет вот тот запасной аэродром, о котором я говорила. Может быть, это как ваше хобби, которое вы монетизируете. Или когда вы пойдете что-то новое изучать, и вы будете более, как бы, возможность, да, вторичного дохода, и чувствовать будете себя более независимым. Маг – это холодная карта, мои дорогие. Это не про горячую любовь. Может быть, и будут вот новые встречи. Нам ведь все-таки сказали, посмотрите, на кону что-то волшебное, доброе. Но и с другой стороны, мы не можем замечтаться. Прежде чем мы отстроим с точкой свое благополучие или достигнем какой-то вершины, нам еще придется пройти определенный путь среди разных людей и разных обещаний. И будет важно иметь этот запасной аэродром, хранить где-то молчание. Не подписать, может быть, те документы, которыми нас призывают. То есть просчитывать все время что-то. Иными словами, быть магом и волшебником. Перекладывайте на себя. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.